Всем привет! Возможно, самым печально известным из всех пауков является черная вдова, которая ответственна за наибольшее количество укусов, чем любой другой паук. До 10 тысяч укусов в год регистрируется только в одной Австралии. Недавно в средствах массовой информации появилась история, которую 23 мая рассказал глава эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Боливии Вирджилио Пьетро под конец ежедневного отчета о распространении коронавируса в стране. 14 мая мальчики в возрасте 8, 10 и 12 лет пошли пасти коз, а их мать в это время пошла на кухню. По дороге дети нашли маленького черного паука, который напомнил им персонажа из комикса, и о том, что его укус может превратить их в супергероя, Человека-паука. Паук оказался черной вдовой, и мальчики решили поэкспериментировать, чтобы увидеть, придает ли укус магические силы. Поэтому самый старший из них простимулировал палкой, чтобы он укусил. Затем паук укусил другого, и, наконец, младшего, которому помогли два других мальчика. Первые симптомы появились через несколько минут, и мать испугалась, увидев, что они плачут, поэтому отвезла их в медицинский центр. Но когда они не поправились от лекарств, которые им давали, их отправили в другую больницу. На следующий день они были доставлены в детскую больницу в Ла-Пассе с мышечной болью, потливостью, лихорадкой и общим тремором. И после введения сыворотки от укусов им стало лучше, они были выписаны на 7-й день. Чиновник сообщил, что рассказал историю как напоминание родителям, чтобы они были осторожны, поскольку для детей все реально. Фильмы реальны, даже мечты могут быть реальными, и нередко остаются наши иллюзии на протяжении большей части жизни. Черная вдова обычно не агрессивна, и она обязана своим названием тому, что она ест самцов после спаривания. Чем опасен укус черной вдовы? Укусы черной вдовы могут быть опасны, особенно для маленьких детей, пожилых людей и тех, кто серьезно болен. Иногда требуется стационарное лечение, но смертельные укусы редки. Некоторые специалисты по борьбе с вредителями сообщают об увеличении их количества после мягких зимних сезонов. Пауки кажутся черными и блестящими. Брюшная секция большая и округлая. Классическая отметина этих пауков – красные песочные часы, но она может быть оранжевой, белой или коричневой. Кроме того, маркировка может быть точками или пятнами, вместо типичной формы песочных часов. Эти пауки любят темные, спокойные места. Вы можете найти их в обвалившихся стволах деревьев, кучах щепок, углах гаражей и сараев, под цветочными горшками, в садовых перчатках и ботинках и в других защищенных местах. Черные вдовы не нападают на людей, но если они почувствуют угрозу, они будут кусаться. Укус черной вдовы часто с первых минут бывает болезненным. На месте укуса будут видны крошечные колотые раны с местным отеком. Хорошо промойте место укуса водой с мылом. Если боли нет или боль слабая, никакого специального лечения не потребуется. Но если укус был сильным, через пару часов могут начаться сильные боли и мышечные спазмы. Мышечные спазмы начинаются в области укуса и перемещаются к центру тела. Некоторые укусы черной вдовы вызывают такую сильную боль, что ее принимают за аппендицит или сердечный приступ. Эту сильную боль лечат лекарствами. Мышечные спазмы лечат неорелаксантами. Время от времени укусы могут вызывать проблемы с дыханием. Для таких серьезных случаев используется противоядие, но это редко происходит. Также болезненный укус может привести ко вторичному состоянию, известному как латродектизм. Это потенциально смертельное состояние вызывает такие симптомы, как отеки, спазмы в животе, тошноту и потливость. В медицинской литературе описано всего 3 случая смертельного исхода у людей, укушенных черными вдовами. Приведем еще один случай, который произошел в 2017 году в США. 5-летняя Кайлен любила играть на воздухе, на заднем дворе. Ее мать Кристина заметила темную отметину на ноге дочери. Она предположила, что это был маленький синяк от девочки, игравшей с ней. На следующее утро синяк стал большим черным пятном. Кайлен отвезли в отделение неотложной помощи. Оказывается, Кайлен была укушена черной вдовой, но она этого не почувствовала. Учитывая, что она была одета в джинсы, паук, должно быть, залез в ее штаны, после чего укусил за ногу. Мать Кайлен считает, что зеленение, которое они делали на заднем дворе в тот день, должно быть и потревожило этого паука.
Педиатрический специалист по инфекционным заболеваниям, который лечил Келлен, сказал, что темно-фиолетовые и черные цвета на ране были побочным продуктом некроза и смерти клеток. Хорошей новостью для всех нас является то, что черная вдова не обитает на нашем континенте. Ее можно встретить в Южной и Северной Америке, Австралии и Океании. И второе, от яда черной вдовы есть противоядие. Вот в принципе и все об этом пауке. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Всем пока!